Всем привет! Перед просмотром не забудьте включить субтитры, а также подписаться на канал. Ну а кто хочет поддержать канал донатом, может сделать это, перейдя по ссылке в описании. Итак, снова вышел новый герой, опять же легендарный, снова стрелок. Давайте же подробнее рассмотрим его навыки и разберемся, что же может этот герой. Мне очень интересно прочитать его историю. В бесконечном лесу в центре королевства единорога есть область, усеянная костями, миазмами и мором. Старейшины города Авалорон, на самом деле не знаю, куда ставить ударение, поэтому буду читать так, как мне хочется. На окраине бесконечного леса говорят, что в лесу находится бесконечный клад, который дарует богоподобные силы тому, кто его обретет. Однажды за пределами Авалорона появился окровавленный юноша, который забрел в бесконечный лес в поисках этого легендарного бесконечного клада. Я так понял, это и есть наш Думия. А тем временем охотники на окраине бесконечного леса качали головами и вздыхали. Очень жаль, что еще один человек идет на смерть. Авалорон был таким же шумным и оживленным, как и всегда, но в отличие от прежнего, все жители города чувствовали, как над ними нависла гнетущая сила. Внезапно из дальних глубин бесконечного леса к горизонту вырвалась полоса света, внутри которой можно было смутно различить силуэт человека. Когда фигура вырвалась из полосы света, все небо застало зеленым и наполнилось чумой. С тех пор все жители Авалорона были захвачены несчастьем. Ну, я так понял, это, конечно же, вышел наш Думия и охватил несчастьем весь город. Бедные жители города. Итак, давайте же почитаем его первый навык и посмотрим, как он именно выглядит. Первый навык «Проклятие судьбы» добавляет слой чумы всем врагам и вызывает носителя рока для атаки вражеской цели. Эффект чумы может накапливаться, и при определенном количестве слоев он превратится в проклятие судьбы. Проклятие гибели постоянно истощает здоровье на основе процента от общего количества урона, нанесенного эффектом чумы. Если цель умрет, носитель рока будет вызван поверх мертвого юнита, чтобы сражаться за союзников. Носитель рока наследует определенное количество общих атрибутов Думии. Как вы видите, Думия создает этого юнита, сейчас он здесь появится, вот он, маленький такой дух, я бы назвал, кстати, с мозгом, да, вот он, вот такой вот он создается и атакует его. И если герой или кто-то погибает, то, я так понял, создается еще один поверх мертвого юнита, чтобы сражаться за союзников. На самом деле очень интересный навык, его очень интересно будет затестить, когда герой выйдет. Перейдем ко второму навыку. Второй навык у нас называется Чумной купель. Думия бросает чумную купель во врага в середине ряда. Цели в пределах его досягаемости будут заражены чумой, а цели в самой купели будут иметь пониженное исцеление. Как вы видите, так же как и Пандар, тоже бросает яд. Ну, у Пандара зеленая, а тут у него розовая. То есть тоже яд, минус здоровье. Тут как бы ничего интересного, ничего нового тут. Итак, перейдем к третьему навыку. Третий навык — сыворотка талантов. Думия ведет одному случайному герою флакон сыворотки талантов, значительно повысив на некоторое время уровень урона, физ поглощения жизни и шанс крита. После чего герой войдет в ослабленное состояние, повышающее получаемый урон и снижающее скорость исцеления и атаки. Ага, это интересно уже. То есть вначале он дает баф, а после этого он ослабляет героя. Я даже не знаю, как оценивать это как баф или нет, но, наверное, вначале будет очень хорошо для стрелков. Но дальше, мне кажется, это будет как бы хуже и хуже. Давайте еще раз посмотрим. То есть вначале он повышает все, после чего герой войдет в ослабленное состояние и повышающий получаемый урон и снижающий скорость исцеления и скорость атаки. То есть он такой баффер-дебаффер своих союзников. Интересно, на самом деле, очень интересно. Давайте тогда к последнему четвертому навыку перейдем. Обреченное тело. Всякий раз, когда Думия использует навык помимо сыворотки талантов или совершает базовую атаку, это добавляет слой чумы к цели, которая периодически наносит урон цели в течение действия. Всякий раз, когда вражеский юнит умирает, это усиливает урон Думии, действие является постоянным складывающимся эффектом. Ну, это опять же нужно тестить уже
непосредственно когда герой появится. Опять же, интересный навык. Что в общего могу добавить? Третий навык его странный какой-то. То есть вначале он усиливает, а после этого герой ослабевает. И, как тут написано, рандомному герою, то есть случайному. Непонятно, кому он будет это кидать, поэтому это может быть как в плюс, так и в минус в вашей команде. Это все нужно будет тестить, когда он появится. А где именно он появится, я не знаю. Это могут быть либо рулетка, либо это могут быть события дракона яиц. Как-то так. А кому ролик был полезен, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.